это уже целая кинематографическая трилогия из оценки дверей в видеоиграх. Двери, о да, я обожаю двери, мои двери, и вы жаждете еще. Получайте. Doors. Roblox. О ней вы писали очень много. И да, действительно, довольно глупенько с моей стороны не включать в список игру, буквально называющуюся «Двери». В игре есть двери. В основном попадаются такие деревянные двери с номерами и обычные двери без номеров. Их можно открыть ключами или они открываются просто так. Есть вариации этих дверей, где они раздолбаны или заколочены досками. Или и то, и то. А также у некоторых дверей отсутствуют ручки. Но по сути это все одни и те же двери. Один монстрик меняет номера на двери на фейковые, чтобы сделать скример. Есть такие металлические двери, решеточные двери и еще решеточные, для которых надо тянуть за рычаг. Есть двери с головоломкой, а еще есть двери шкафов, в которые можно прятаться. Но недолго. На удивление, в игре двери не так много видов дверей. Их взаимодействие ограничиваются базовыми действиями, да и выглядят они довольно скучновато. Но, возможно, это понятно, ведь упор был сделан на различных монстриках. Так что норм двери тир. Fortnite. Тупо легенда. И буквально эталон хайпа. Если что, это мое предыдущее видео, гляньте. Я не собираюсь оценивать двери на каждой карте, каждой главы и с каждым обновлением за всю историю жизни Fortnite. Потому что наверняка там будет дохерища дверей. Я оценю только двери с нынешней карты 2-го сезона 6-й главы. Вне закона. Уже прошедшего сезона. В зданиях есть двери. Прикиньте, в городах по типу квартал Камура или Кременоград двери соответствующие. Самые обычные, модерновые и нормисные. Но на удивление их довольно много разных типов, расцветок и вариаций. Их можно спокойно открыть в две стороны, кстати, а также выбить. И, естественно, снести нахер. А вот если отойти от шумных городов, популярных локаций и уйти в лес, то можно найти такие интересные выдвижные двери в японской тематике. Их, к сожалению, нельзя выбить на бегу. На прочих локациях тоже есть другие двери. Например, вот эта шикарная дверь во вход в особняк, прочие богатые двери. А в некоторых локациях я даже начал ловить вайп Mirror's Edge. Вот такие интересные деревянные двери в бастионе Бушидо. В еще других локациях есть такие двери с забавными бумажками, с рисунками. Одна из них, кстати, показывает буквально башку на здании. И еще вот, есть двери у фургонов с возрождением. Также есть двери у объектов, которые не подразумевают под собой какую-то функциональность. Также есть вот такие секретные... Ты кто? Также есть вот такие секретные двери, которые можно активировать, открыв 3 вентиля, которые медленно откроются и дадут вам много лута. Так как нынешний сезон Fortnite основан на тематике ограблений и грабежа, то это значит, что в некоторых местах на карте есть такие огромные двери-хранилища. Чтобы их открыть, нужно пройти целый мини-квест с подрывом двери. Внезапный призыв подписаться, обороны от охранников и, собственно, лутом самого хранилища с огуречной криптовалютой. В них, кстати, есть уникальные золотые калитки. Помимо хранилищ, также есть двери у бронированной машины, которая движется в конвое, которую тоже можно ограбить. Есть двери у поезда. Но помимо обычных дверей, есть люк с золотой башкой волка, которую тоже можно ограбить. Но помимо этого, игроки тоже могут ставить свои собственные двери в режиме Battle Royale, не в режиме без стройки. Очевидно же, да? Двери можно сделать, отредактировав обычную стенку, сделанную из дерева, камня и металла. Раньше, кстати, был прикол, с которым можно было полететь на ракете от РПГ, если точно прицелиться в человека, стоящего на двери. Также есть граффити. Правильно, граффити! С изображением двери, которое игрок может нарисовать где угодно. И, наверное, обмануть противника, как в мультиках Looney Tunes. Есть вот такие двери в черных рынках, которые открываются специальной карточкой, и ради которых воюют полсервера. Есть двери у туалетов и у золотых туалетов, за вход в которые надо заплатить золото. А также есть секретные туалеты, у которых двери желтого цвета. Есть двери у машинок, как у дефолтных, так и тех, у которых есть скин. У всех у них самые разные и уникальные двери разной формы. Правда, странно, что некоторые из них буквально отсутствуют. А еще зацените, какие блестящие двери у Теслы Кибертрак. Зацените, какой кадр красивый. Блин, не знаю, ребят, почему-то летая по этой карте, я начал ловить лютый вайб. Просто зацените.
в Fortnite на нынешней карте довольно много разнообразных дверей, с которыми очень интересно можно взаимодействовать. Так что легендарные двери... Ребят, спасибо вам большое за 1000 подписчиков. Для меня это огроменное достижение. Давайте добьем еще 2000, а то и 10 тысяч подписчиков. У меня еще есть Telegram, так что, если что, по приколу можете подписаться туда. Так, ну все, back to the video. GTA 5. Тупо легенда. Одна из лучших игр за всю историю. И одна из самых продаваемых игр за всю историю. Еще при запуске игры в заставке можно услышать звук открывающейся двери автомобиля, пока ее кто-то угоняет. Далее уже в главном меню можно увидеть 2D рисунки с дверьми за спинами главных героев. То же самое на загрузочных экранах. На удивление, игра начинается не с великой кражи авто, а с великой кражи бабла из банка. Герои постоянно взаимодействуют с дверями в этой миссии, заставляют заложников уйти, закрыв за собой дверь, подрывают дверь хранилища, еще дверь и открывают гараж, чтобы перестреливаться с копами. Уже тут можно заметить двери у автомобилей, которые открываются, закрываются и отламываются. Прикол, об столбы они не отламываются, а вот об людей отламываются. Далее двери появляются уже в самом Лос-Сантосе. Во-первых, двери машин и прочего транспорта. В игре около 832 видов транспорта, учитывая как из одиночки, так и из онлайна. Будь то машинки, танки, самолеты, вертолеты, корабли, чё тебе надо. И если считать, что у всего транспорта в среднем по 2 двери, то получается, что есть 1664 уникальных видов дверей. У 3 главных героев свои уникальные анимации открытия и угона дверей. И, естественно, в открытом мире есть полно интерактивных дверей, которые можно даже взорвать. В том числе двери в домах главных героев. В онлайне есть такие крутые двери гаражей, а также есть двери душевых кабинок. И большинство из них это плоские текстуры. Со включенным рейтрейсингом некоторые двери даже отражают все, что происходит вокруг. Но в GTA Online есть еще двери бизнесов и прочего. Например, вот такая огроменная дверь в подземный комплекс, в который можно загнать даже целый самолет-вертолет. Или... Это вообще двери? Или что это? В игровом зале есть такая секретная дверь с ведьмой-гадалкой. Но большинство из них играют простую анимацию входа и выхода персонажа. Есть секретные дверки, сейфов, из которых можно забрать денежку. В миссиях двери тоже присутствуют. В зависимости от того, выбрано громкое или тихое ограбление, персонажи будут открывать двери в соответствии с этим. Есть вот такие двери поездов в миссии с Чопом. Персонажи выбивают двери в стиле Капитана Прайса. В разных интерьерах просто дохерища дверей. Персонажи крадут золото из такой огроменной позолоченной двери. Вспоминаю дверь хранилища из ограбления казино Diamond. Двери подлодки Касатка с анимациями, а также хакерство дверей с разными мини-играми. Прикольно, как прислуга открывает дверь Майклу перед входом в ювелирный магазин. Бурение огроменной дыры считается за дверь? Все-таки в GTA 5 есть довольно много крутецких дверей. Так что легендарные двери тир Папас Фризерия, Чизерия, Бургерия, Сушерия, Мокария, Хот-догерия и другие. Тупо легенды. Это флеш-игры и впоследствии уже мобильные игры, а также игры в Стиме про готовку еды и обслуживание клиентов в ресторане. Они все следуют по примерно одной и той же формуле, только в каждой игре игровые механики специализируются на определенное блюдо. Что этот бро готовит? Но... двери в этих играх играют очень малозначительную роль. Их можно заметить в заставке перед началом каждого дня. В некоторых из них даже можно увидеть двери на других зданиях помимо ресторана. А еще в сюжетных заставках перед началом новой игры в новом сейве. И когда ты записываешь заказ человека или отдаешь ему еду, то можно увидеть дверь на заблюренном заднем плане. За ними даже меняется время суток. В хот-догерии даже нет дверей. Есть звонок, который говорит о визите клиента, который предположительно висит на двери, ведь его по сути не видно. Также есть двери машинок, которые встречаются в разных местах в игре. Также двери встречаются в сценах, когда твой водитель доставляет заказ клиенту на дом. Почему у этой двери 3 окошка? Но, как по мне, самые интересные двери встречаются в мини-игре, в которой надо следить за людьми в темноте и угадать, в какую дверь они спрятались. В этих играх очень странные, непонятные, мало встречающиеся двери.
Так что недостаточно дверей. Hill Climb Racing. Тупо легенда. Мобилка детства. Наравне с Subway Surfers, который был у меня в предыдущей части. Но думаю, это будет быстро. Двери есть на машинках. Есть как статичные, так и те, что отламываются. Но также на некоторых трассах есть такие двери, или просто отпускающаяся палка. И на заднем фоне есть пара дверей. Ну, тут недостаточно дверей тир. The Stanley Parable. Тупо легенда. И еще одна игра, которую вы просили. В этой игре Стэнли приходится встречать довольно много нормисных дверей, некоторые из которых он может открывать, но большинство из них не поддадутся открытию. Диктор это комментирует. Есть двери с множеством номеров. Одной из самых важных комнат в игре является это, где Стэнли придется выбрать, подчиниться диктору или отказаться от задуманного сценария. Дебил, куда ты идешь? Налево ж сказали! Многие двери открываются и закрываются автоматически. Имеются запертые двери в кабинете директора, которые Стэнли сможет открыть немного позже. Также в этой комнате директора открывается секретная дверь после набора кода, который Стэнли магическим образом угадывает. В альтернативной версии этой комнаты есть замок с голосовым кодом. Виолайт, как дебил, пытался сказать его, что было тщетно. В одной из концовок Стэнли ломает игру, из-за чего двери выглядят глючными. В другой концовке перед Стэнли открывается огроменная дверь на свободу. В некоторых местах можно заметить такие ворота, а также двери у машинок. Двери лифтов также присутствуют. Есть дверь в комнату уборщика. Если в нее повторно заходить на разных прохождениях, то ее заколотят досками. А до этого диктор прокомментирует поведение Стэнли. Есть дверь под надписью The Stanley Parable. Есть описание тех самых первых дверей в музее, а также экспонаты 3 базовых офисных дверей. Есть момент с синей и красной дверью. Если пойти в синюю дверь и пройти немного, то можно заметить эту деревянную дверь. А потом... Майнкрафт! Это тупо легенда! Так вот, Стэнли попадет в мир Майнкрафта, где диктор строит Майнкрафт-дверь и открывает ее для Стэнли. После спуска в пещеру появляется... Портал! Это портал! Это тупо легенда. В ней есть прикольные круглые двери. Они открываются разными головоломическими способами. Кнопка побольше и также двери лифта. В игре много креативных дверей. Хоть большинство из них довольно скучные, но те, что выделяются, точно не дают заскучать. Так что крутые двери. Ёжик Соник первый. Тупо легенда. Я, кстати, фанат Соника. Есть двери, открывающиеся нажатием на кнопку. Одна секретная в Spring Yard Zone и множество из Labyrinth Zone. Вспоминаю двери из Scrap Brain Zone, которые открываются перед Соником и не пускают его обратно. А еще те, что в начале акта. Также в Marble Zone есть такие штуки, которые выступают в качестве дверей. И все. В принципе, понятно, почему в Сонике нет особо дверей. Ведь будет не особо весело, если ежик будет постоянно долбиться в двери каждые 5 сек. А вот непонятно, вроде двери есть и они функциональны, но их крайне мало за всю игру. Они ужасные или их недостаточно? Как думаете? Напишите вон там вот в комментариях. Пока-пока-пока-пока. А что ты тут делаешь? YouTube, когда вы уже дадите мне функцию дубляжа? Я очень ее хочу.